Всем привет! Сегодня пошел в лес попробовать свой этот подарок новогодний, военный этот рацион пищевой. Думаю, пойду прогуляюсь. Пошел на то место, где снимал последний раз свое видео. Думаю, далеко не буду уходить. Смотрите, все-таки я нашел заячьи следы, но это уже наверняка не белка. Пошел по своим следам, где ходил, и то есть пошел в ту сторону. Вот как можно видеть, заяц носился именно по моим следам, пересекался. Есть с собой у меня, вот, видно, да? Есть с собой у меня петли в рюкзаке. Если увижу натоптанную, вот в той стороне, вот там лыжня идет на охотничьих лыжах, там вообще все избегано зайчьими следами. Все-таки зайцы от нас, я вам скажу, не ушли. Но я рад. Пойду, значит, маленько подальше пройдусь. Может быть, увижу свежий след, да поставлю пару петелек. Будет здорово. Вспомнится мое детство. Смотрите, вот иду, мой след. А вот это, смотрите, все поистоптал. Но это наверняка заяц, не какой-нибудь кролик. Бакс Банни. Вот еще бы его увидеть бы, заснять, было бы вообще здорово. Ну ладно, пойду дальше. Не знаю, насколько хватит у меня здоровья вот по такому вот снегу идти. Но маленько прогуляюсь, пошел по следу. У нас погода сегодня чуть больше минус 10, наверное. Но пасмурно, как всегда. С утра была ясная погода, сейчас вот небо затянуло все. Пойду маленько пройдусь. Можно сказать, по следу. Охотник идет по следу. Хотя я не охотник. Но прогуляемся. Чуть-чуть. Я вам могу сказать так. Бегал я за этим зайцем. Ну, не сильно бегал. Ну, километра, наверное, ну, 1,5, может, километр я прошел по этим следам. Там вот эти следы на охотничьих лыжах. Но я вам так скажу, что я с зайцем тягаться, это, мне кажется, бесполезно. Но я хотел найти, знаете, или где он ночевал, типа лежанки, или какие-то более свежие следы, можно так сказать. Ну, не нашел. Вот единственный вот этот след. И потом я еще нашел 2 пересекающихся след. Ну, я не знаю, кто-то из моих подписчиков «Лесные тропы». Есть такой канал, подписан на мой канал, я на его также подписан. Он мне дал ссылочку, идею, то есть подал на счет снегоступов. Но я посмотрел по интернету, да, возможно их купить. Но все-таки на какие-то длинные, вот так вот, если пойти, там, ну, искать зайцев, зайчьи следы, то на снегоступах тоже будет тяжело. Все-таки на лыжах, мне кажется, ну, лыжи для более длительного, так сказать, похода будут надежнее. Вот он мне дал ссылочку, там они большие, 1,5-метровые, по-моему. Ширина у них была где-то 150, по-моему. Ну, нормальные. И по цене там 1000 с чем-то рублей. Ну, недорого. Итак, пришел в лес. Взял вот эту вот беду. Никогда не пользовался вот такими всякими приспособлениями. То есть снимал я про армейский этот набор еды, рацион армейский.
Взял пачку галетов, паштет и гуляш из говядины. И хочу все это хозяйство вот на этой мини-печке, что ли, разогреть. Сейчас открою, посмотрю, как что там у нас. Там, наверное, инструкция, как сгибается. Сухое горючее поджигается. Спички взял. Ну ладно, начнем. До чаю хочу скипятить. Взял солдатского чайку, кофейку. Сейчас достану, покажу, что я взял. Вот взял кофейку, сахару солдатского и сливки 2 грамма. Первым делом подогреем чай. Посмотрим, как это у нас будет работать. Итак, давайте откроем. Упаковка как у приправ в дошираке. Вот у нас есть здесь инструкция по использованию. Так. А вот показать вам инструкция насчет вот этой пластинки именно. Ну давайте сейчас согнем ее. То есть это вот треугольные у нас получаются ножки. Это же получается у нас типа удержание тарелки. Костер развел, потому что с костром интересней. Так мы сейчас попробуем вскипятить воду. Так, ну вот здесь, смотрите, 3 таблетки. Насколько их хватит, это мы тоже посмотрим. Ой. Устаешь лазить, конечно же, по такому снегу. Ну, благо, сегодня не слишком холодно. Попробовать поджечь ее от костра. Может, получится. Наверное, надо все-таки вот этими спичками. Давайте попробуем. Тоже никогда не пользовался вот этими спичками. Даже не знаю. Черкач. Знаете, черкач похож на какую-то наждачку. Вот она. Спасательная спичка. Так. Кружечка. Кружка уже примерзла. Давайте. Ну, конечно, конструкция, я вам скажу, не очень удобная. Все болтается. Ну, налью сейчас водички. Так вот. Так, воду налили. Ну, не знаю. Через сколько закипит эта солдатская конструкция. Ну, пока давайте поделюсь своими впечатлениями. Мнение свое выскажу вот про этот нож. То есть это у нас Cold Steel Tantalite. Приобрел я его, как знают
мои подписчики, кто смотрит мой канал. Это как бы новогодний подарок от тещи с тестем. Ну, какое-то время попользовался, порыл про него информацию в интернете. Ну, давайте маленько технических характеристик, потом уж расскажу о своих ощущениях, своем видении данного ножа. Итак, материал клинка на этом ноже используется 1.4116 круп. Много противоположных мнений по этой стали. Кто-то хвалит эту сталь, кто-то говорит, что мягкая, как пластилин. Ну, я вообще как бы не вижу определения такого железяки, когда говорят мягкая, как пластилин. Ну, не знаю я. Ну, то есть, почитал я про эту сталь, посмотрел. Углерода в ней содержится, как я начитал, вроде 0,45-0,55. Достаточно для его, так можно сказать, удержания кромки. Но в то же самое время это, говорят, отличная нержавейка. То есть это железяка, которую в Германии используют. Немецкая сталь какая-то, кстати. В Германии используют для изготовления всяких медицинских принадлежностей. Ну, то есть это очень стерильная сталь. Пузырьки пошли. Подкипает. Итак, ну, что про сталь это? Да, я говорю, почитал в интернете, там есть в ней и хром, и молибден, и ванадий. То есть и на крепкость, и на упругость. Также всякие там фосфоры, керамика, сера какая-то. Потом еще есть марганец, это тоже как для жесткости стали. Сейчас, извините, дровишек надо подкинуть, а то костер прогорит вообще. Наломал дров. Кто-то мне тоже из зрителей пишет. Я вообще, говорит, не пользуюсь ни топором, ни ножом в лесу. Сушняка много, но я вот сегодня тоже наломал. Итак, продолжим. Длина клинка у нас на этом ноже 152 миллиметра. Достаточно, я считаю, для каких-то хозработ, для моего использования данного ножа. То есть этот нож я хочу брать куда-то в походы. Толщина у нас клина 3 миллиметра. Тоже, ну, не сказать, что это лом, но тем не менее, я считаю, 3 миллиметра достаточно крепкая конструкция. Материал на рукояти какой-то пропилен. Ну, по-русски говоря, резина в пупырышку. Но резина вот сейчас на улице у нас минус где-то 13, по-моему. Ну, больше минус 10 градусов, и ручка не замерзает. Но вот знаете, есть резина, которая замерзает, только вынесешь ее на холод. Это же вот, ну, чувствуется. Пупырышки хорошо лежит в руке. Общая длина у нас этого ножа 289 миллиметров, вес 162 грамма. Происхождение Made in. Так вот. Ножны изготовлены у нас из кордура. Ну, честно говоря, я не знаю перевод этому слову. Ну, сразу скажу, ножны мне не слишком меня впечатлили, не слишком мне понравились. Ну, обычная тряпка, жесткая, пропитана, видать, может, чем-то толстая. Но все-таки нож в ней лежит глубоко, цепляется вот этими пупырышками. Ну, о ножнах говорить не вижу смысла. Обычный чехол, обычные ножны. Ну, нож, я вам скажу, мне понравился, тем более это как подарок новогодний.
Да, вот эта конструкция, она полнометаллическая, то есть клинок у нас идет, это получается full танк залит вот этой, наверное, рукояткой, потому что у меня дома есть неодимовые магниты, я пробовал вот сюда вот, они прилипают прям к самому кончику. Вот, смотрите, фотография будет вот здесь, показываю пальцем. Я дома это делал специально проверял, тоже прочитал и специально, ну, как-то так. Но я думаю, он не хуже, ну вот мое мнение, он не хуже ножа, например, взять Мору 511. Он не хуже ножа, у меня с собой в рюкзаке всегда лежит Мора Бушкрафт. Говорят, сталь у них мягкая, вот, что на Морах, что, ну вот смотрите, разница по размерам, я думаю, видно. Разница по толщине клина, по длине рукоятки. Сталь, да, в интернете читал, что вот эта сталь 4116, она все-таки, ну, вот стоит на одном вот уровне 420-я, 440-я сталь. То есть, ну, неплохая сталь, говорят, мягкая. Кто-то мне из подписчиков тоже говорит, я такой нож использую на кухне. Ну, на кухне все-таки я предпочитаю использовать кухонные ножи, не со спусками, то есть от обуха. Потому что все-таки вот такая конструкция по таким. Ну, может быть, мясо он будет резать, но все-таки для кухни у меня есть кухонные ножи. Уже не помню название, уже лет 5 этим ножам. Набор. Покупался он в магазине. Что-то на то время тоже что-то дорогой был, какой-то немецкий набор. До сих пор служит, никаких проблем. Там опять ножей, мусат, ножницы. Но этот же нож я все-таки планирую пользовать, испытать в походах своих. Ну, как-то так. Вот такое вот мнение. Классный нож. И все-таки я считаю, что да, говорят, мягкая сталь. Возможно, да, сюда порошковую какую-нибудь сталь поставить. Но, на мой взгляд, порошковую и поправить где-то в походе будет намного проблематичнее, чем вот такую. Ну ладно. О ножу вроде я все рассказал. Классный нож, на самом деле стоит своих денег. Даже если бы мне пришлось покупать его за ту цену, 2250 он стоит в магазине. Я считаю, приобретя этот нож, никто не пожалеет. Тем более он такой красавец, Танта. Ну вот вообще. Еще давайте, не могу его положить. Покажу вам. Идеально все сделано, все ровненько у нас. Все четко, ручка удобно лежит в руке. Что-то у нас вода здесь не закипает, а не закипает, потому что сгорела у нас одна таблетка. Вот так вот. Ладно, нож мы убираем в сторонку. Давайте подожгем еще одну, наверное, придется. Так, сейчас достанем еще одну таблеточку. Ну, что-то я не знаю. Наверное, солдаты не кипятят. Зачем тогда положили чай? Все-таки, я как понимаю, это же все равно должно 3 таблетки на пакет. Давайте будем простыми спичками, мне удобнее ими поджечь это. Ну, сухое горючее загорается хорошо. Может быть, сейчас закипит.
Хорошо в лесу. Ну, новогодние праздники. Отдохнуть хоть. Похожу. Снега вроде шел сначала по своим следам. Ну, нападало сантиметра 3, наверное, может быть 4. Наверное, после Нового года займусь вот этим вопросом по лыжам. Все-таки какие-нибудь, ну не знаю, снегоступы. Ну да, хорошая вещь, согласен, что удобно ходить. Но все-таки куда-то пойти подальше, мне кажется, удобней. Все-таки на лыжах. Галеты. Вообще я как бы тоже вот читал вот про эту сталь-то еще, все я про этот нож-то, Tanto Light. Вот это 4116 сталь. Ну, кто-то из людей, пользователей этого ножа говорит, что нормальная сталь, долго держит заточки. У других говорят, вот пластилин, что вообще я как бы не знаю, производитель, наверное, я думаю, в Cold Steel там они дураки сидят и не будут ставить на ножик, мне так кажется. Да, все-таки газовая горелка, я вам скажу, намного лучше, чем вот это вот беда. Ну, правда, назвать прям бедой можно. Давайте откроем паштет с галетой. Как все здесь запечатано у нас. Срок годности, смотрите, до 17-го года. Значит, продукты у нас свежие. Так вот. Это у нас паштетик. Не знаю, скипячу я. Да, солдату вот так вот скипятить. Гуляш из говядины. Так. 100% говядина. Срок годности до 2017 года. О, мы его сейчас на костре прям подогреем. На угли вот сюда вот поставлю. Посмотрим, что это у нас за гуляш. Костер в стороне сделаю. Ну, вроде бы вода закипает. Но уже, по-моему, прогорела вторая таблетка. Не знаю, может быть. Но пузырьки пошли. Значит, все-таки попьем мы солдатского кофейку. Успокоилась. Солнце садится уже. Время уже 2 часа у нас. Ну, скажу вам, тяжела солдатская жизнь. Вот с такой вот мини-печкой. Ну, конечно же, я согласен, где-то там в бою, после боя там где-то перекусить. Ну вот, смотрите, закипела вода у нас. Давайте вот этот гуляш, пока горит, поставим. Пускай тоже подогревается на солдатской печке. Посмотрим, что у нас здесь за мясо, чем кормят солдат. А мы... Так, кофе. Вот у нас кофеек, сливки, сахар. Забурлило, смотрите.
Потому что кофе я без молока вообще не пью. Ну, попьем со сливками. Есть у нас сахар. Это я салфетки взял. Так. Сейчас достану ложку, чтобы помешать это все дело. Сахар тоже здесь высыпем. Гуляш кипит. Правда кипит. Пахнет, я вам скажу, да, вкусно. Сейчас мы это все дело попробуем. Ну да, мясо настоящее вроде. Не, все-таки это не то. Ерунда это все для такой вот жизни походной. Эти сухие горючие. Это в какой-то запасной вариант, можно сказать. А так, это ни о чем. Вот эти сухие горючие, все-таки горелка газовая, на мой взгляд, намного эффективнее и удобнее. Галеты. Ничего так. Ну, это как крекер. Печенюшки. Паштет. Все, сейчас допью чай, да пойду домой. Всем спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.